Приветствую вас на нашем канале. В этом видео я хочу поделиться тем, с чем мы столкнулись в нашей поездке на выставку в Киев и какие мы выводы с этого сделали. Поэтому досмотрите до конца, думаю, будет много чего интересного. 13 числа в Киеве состоится выставка «Плагин», и мы с нашей компанией едем на эту выставку. Едем 3 автомобилями, 2 Nissan Leaf и одной Tesla Model 3. На одной из лифов у нас стоит дополнительная батарейка в багажнике, на второй стоит батарейка из лития железофосфата. И вот мы на этих двух автомобилях, которые у нас кастомные, так скажем, и одной стоковой Тесле, едем сейчас в Киев. Мы, конечно, немножко разделились, поэтому не все 3 машины одновременно едут. Выезжаем в разное время, так как у Теслы большая емкость батареи, проедет расстояние, не придется ей так часто заряжаться, а нам, к сожалению, придется чаще заряжаться, потому что емкость у нас незначительно увеличилась за счет допки, либо батарейки литий-железофосфатной по сравнению с мертвыми батареями родными. Но, тем не менее, на этом автомобиле у нас батарейка родная с очень маленьким сохом. И, в общем, сейчас мы выехали с Харькова, вернее, едем по окружной Харькова и едем в сторону Киева. В общем, в путь. Сейчас у нас на приборе показывает 285 километров. Не знаю, насколько это будет достоверно, но посмотрим. На данный момент уже автомобиль проехал 23,3 километра. В общем, будем смотреть, сколько мы в итоге проедем, сколько нам придется заряжаться и за какое время мы проедем такое расстояние. Лифы — это автомобили больше для города, они не совсем предназначены для езды на большие расстояния. Ну, если не брать ZE1, у которой 62 киловатта. На той автомобиле, конечно, без проблем можно будет доехать до Киева, но у нас, в нашем случае, это не совсем так, поэтому будем по дороге заряжаться. Так, у нас первая зарядка. Показывает, что у нас 37%. При том, что у нас напряжение 3,3 вольта на самой слабой. Так, скольки амперная у нас она? 18,40. 39 ампер. 13 киловатт. Доступный 40 ампер. Да. А машина 39 ампер. Ну да. В общем, проехали 170 километров первых. И сейчас заряжаемся. Будем контролировать температуру допки. На улице свежо, но в машине все равно нагревается. Так, ничего не видно. Так, что у нас по этому тепловизору? 32 градуса. Чуть позже заедем на более мощную Чадема и зарядим более мощным, более высоким током. На 40 амперной станции мы зарядились только для того, чтобы доехать на более мощную станцию. Пока мы чай попили и поели хот-дог, мы уже залили почти 10 киловатт. Это примерно минут 15. Вот 10,2 киловатта. Батарейку показывает уже 72%. Вроде бы сейчас она. Сейчас глянем. 46 Нет, градусов. 45, больше не нагревается. 46. Пока мы заряжались, успел подъехать наш второй Nissan Leaf с батареей на литий-железофосфате. На этой машине ограничен максимальный ток 90 ампер. И даже если зарядка 120 амперная, 125 амперная, то больше 90 ампер она не будет. Это, ну, благоприятно сказывается на батарейке. И сейчас попробуем на этом лифе тоже ограничить ток, потому что 125 ампер все-таки сильно жарит батарейку. Мы выключили зарядку только из-за того, что у нас напряжение, вернее температура выросла
до 49 градусов. Поэтому мы отключили зарядку и сейчас добиваем ее медленной зарядкой. Но там по сравнению с быстрой чадемка, конечно, 2,4 киловатта за 30 минут или за 35 минут, уже сбился со счета. Конечно, смешные значения. А вот здесь как раз видно, что у нас ограничено на втором лифе, на сереньком, ограничено 90 амперами. Так, в общей сложности мы проехали уже 382,5 километра. При этом сейчас у нас 7 часов 5 минут. Выехали мы в 10 часов вечера. Мы заезжали 3 раза на зарядке. И сейчас мы едем уже, следующая остановка у нас будет в Борисполе. В общем, чтобы не томить вас долго, до Киева доехали мы нормально. И первый вывод, который мы сделали, это не высаживать батарею в ноль на трассе. По двум причинам. Первая причина: в случае очереди на зарядную станцию не будет возможности переехать на другую. И придется ждать, пока все не зарядятся. Именно чтобы избежать этого, мы выехали с Харькова с интервалом около 1 часа. Вторая причина: езда на высаженной батарее приводит к ее нагреву. И при последующей зарядке на чадема можно легко ее перегреть. Многие под видео в комментариях пишут, что электрички не для нас. Но, честно сказать, вот проехав сейчас по этой пробке, мы уже минут 40 едем по пробке, пока ни конца, ни края нету. Страшно было. Еще одна страшно было. Ни конца, ни края нету. Перескочил в этот ряд, глянь. Ага. Ну, самоубийца. Ни конца, ни края не видно этой пробки. И в чем преимущество электромобиля? Что когда мы стоим, мы практически ничего не расходуем. Конечно, мы сейчас едем без кондиционера, с открытыми окнами. Но вот много других машин, в том числе бензиновых, дизельных, которые тоже ездят с открытыми окнами. Несмотря на то, что у них двигатели запущенные. И вот теперь на секундочку, сколько здесь автомобилей стоит и какое количество углекислого газа выкидывается. И вот теперь посмотрите на дома, которые стоят прямо понад дорогой. Вот как интересно здесь люди живут с таким количеством выхлопных газов. Сколько примесей в бензин добавляют. И все это, всем этим люди дышат. Кроме того, я, честно говоря, не знаю, у нас в Харькове таких пробок нету. И чтобы спланировать приезд в какую-то точку, ехать в таких пробках, это, конечно, жесть. И на электромобиле все-таки это гораздо приятней. Ну, как минимум, не расходуется топливо. И не выкидываются в атмосферу загрязняющие вещества. Так что, как бы там ни было, электромобили все-таки нас спасут. Второй раз мы пересеклись с нашим вторым автомобилем уже в Киеве на зарядной станции. С нашей Теслой мы встретились уже из здания выставочного центра, хотя они выехали на 7 часов позже нас. Многие в комментариях под видео спрашивают, где же наша литий-железофосфатная батарейка. Ну вот мы успешно приехали с Харькова в Киев. Сейчас этот автомобиль у нас разъездной, пока 2 других автомобиля стоят на выставке. И вот это приложение, через которое мы отслеживаем состояние нашей батарейки. Можно видеть разбег какой, можно видеть температуры, напряжение на всех элементах. И здесь элементов больше, чем на стандартной лифовской батарейке. Здесь у нас 106 элементов. И наше приложение, которое специально было сделано для этого, оно как раз и показывает сколько, вернее, показывает все элементы. И вот можно видеть, что у нас только при резком разгоне, где оно? 2,95, 3,10. 150 милливольт. 150 милливольт при резком разгоне. Поэтому, в принципе, батарейкой очень довольны. Спокойно мы ехали на 2 автомобилях, которые с нашими батарейками. Одна с полностью собранная основная на литий-железофосфате, а вторая только дополнительная на LG E63. Да, но с убитой основной. Но с убитой основной, да. И у нас там был разбег до 400 милливольт, когда батарейка высажена. И мы фактически ехали только на дополнительной батарейке. То на этом автомобиле основная.
Ее не было смысла выставлять на выставке, потому что батарея собрана и ничего не будет видно. Но как минимум для теста очень хороший показатель. Покажи еще адаптер. Внутри все... Включаемся по Wi-Fi, заходим просто на веб-страничку, и веб-приложение все это показывает. То есть не нужно ничего устанавливать, просто в браузере. Она, получается, раздает Wi-Fi, да? Да. Вот такой вот адаптер используем, корпус ELM-ки, вся внутренности уже свои. Еще самое главное, правильно пересчитывается пробег. Указан текущий ток, текущий уровень заряда, максимальное значение на заряд и на разряд, минимальное и максимальное напряжение ячейки и 8 датчиков температуры батареи. По всему вот этому вот можно оценить, как батарея себя чувствует в данный момент. Даю газу, видишь, все просело. Что-то больше, что-то меньше. Сколько разбег там сейчас есть там? Ну вот разбег, ну почти 100 милливольт. Это не ваши 400, конечно. Вот уже, собственно говоря, и сама выставка. Я уже делал короткие обзоры выставки на канале, просто немного добавлю. А вот и наша экспозиция на выставке в Киеве, которая называется «Плагин». Здесь выставка, все, что связано с электрооборудованием, не только автомобили, еще и бытовое. Там есть какие-то для станций, там дальше кабельная продукция есть, выключатели, столбы освещения. И мы на своей экспозиции выставляем батарейку дополнительную для лифа, собранную на элементах LG E61. Также вот есть вариант батареи, собранная на элементах N-Car для автомобилей Toyota. Вместо штатной батареи продается полностью кит-комплект, который установлен в штатные холдеры. Он идет сразу с соединительными шинами, с балансирным проводом, с разъемом, который подходит на плату БМС. Вот также есть вот такие элементы, это тоже для сборки батареи, но они по размерам все полностью идентичны штатным приусовским батарейкам. Это литий-ионные элементы. На таких элементах мы сейчас собираем, это тафель, мы собираем батарейку на Nissan Leaf. Также мы здесь выставили запчасти, которые мы используем для сборки, для ремонта моторов Tesla. Контакторы, это ЧК предохранителя с пиропатроном для Tesla. Это комплекты ретрофита, для того, чтобы подключить можно было CCS зарядки. И вот это элементы тоже китайского производства для автомобиля Honda. Ну, также мы выставили здесь свои зарядные станции, которые настенные для бытового использования. Это J1772 и тип 2 европейские зарядки, которые используются на автомобилях, привезенных с Европы. Вот эта батарейка наша, это батарейка тафель на 45 ампер-час со своими кастомными БМС-ками. И как раз сейчас мы хотим запустить для того, чтобы подключить приложение, и через приложение, чтобы можно было смотреть за состоянием батареи. Ну а Tesla здесь представлена просто для того, чтобы показать, как мы диагностируем эти автомобили, каким прибором. Вот, кстати, прибор Loki, о котором я уже когда-то указывал в видео. А вот это стенд для проверки гибридных никель-металлогидридных элементов. Вот стоит сборка батареи с Toyota Yaris. И если кому интересно, то можно посмотреть, что предлагает китайский автопром из того, что присутствует на выставке. Комментировать не буду, просто посмотрите сами.
что там этот самый... Вот. Я просто всегда смотрю объективно, надо выслушать всех. Тебя, Сергея, там еще кого-то. Понимаешь? Как бы реально смотреть на жизнь. Я попал. Я просто не понимал, куда я попал. Володя или Вадим? Покажет, как у тебя хранит. Эта машина, скажем так, После выставки дорога домой была интереснее. Мы все-таки смогли нагреть дополнительную батарейку до максимальной рабочей температуры 50 градусов. Всему виной большой участок без зарядки. И быстрая зарядная станция на 120 ампер. Пришлось остановить зарядку и остудить батарейку до следующей станции, на которой мы успешно зарядили. Вот, ребята, посмотрите, как нам хочется додомку. Вот как охлаждаем батарейку. Чин, привет. Отлично. Второй вывод, к которому мы пришли, что ставить дополнительные батареи на автомобиль с уставшей основной батареей нельзя. По причине того, что она будет всю нагрузку брать на себя. Она на это не рассчитана. И как следствие сильный нагрев. Третий вывод, что допку, которую мы сделали, еще нужно дорабатывать. Поэтому пока ее не будем устанавливать. Четвертый вывод. Батарея на литий-железофосфате с нашей БМС имеет право на жизнь. И мало того, она пожаробезопасна. И если кому интересно, можете посмотреть, как себя ведет железофосфатный элемент при повреждении. ну шипачки одел реально. О!